Последние месяцы наблюдается тревожная перемена в западной стратегии. США и их союзники больше не просто поставляют Украине оружие, они теперь одобряют удары вглубь России. Это не просто изменение тактики, а целый переворот в правилах игры, который подрывает устоявшуюся систему международных отношений. Пока госсекретарь США Энтони Блинкен намекает, что США снимут ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для поражения военных целей в России, Великобритания, по одной из версий, уже приняла это долгожданное для украинской армии решение. Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь России. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Ранее страны НАТО проявляли осторожность, опасаясь, что любые резкие шаги могут привести к прямому столкновению с Россией. Но теперь мы видим явные признаки, что этот страх исчез. Почему Запад решился на такую дерзость и какие последствия это может иметь? Западные лидеры теперь уверены, что любые возможные ответные меры Москвы будут направлены лишь на Украину, оставляя страны НАТО в стороне. В результате Украина фактически превратилась в огромное военное прокси-государство, которое наносит удары по России с одобрения Запада и при этом несет тяжкие последствия в одиночку. Это кардинальное изменение в подходе может стать началом новой эры гибридных конфликтов. Москва и Пекин уже анализируют текущие события и могут в ближайшие годы выбрать аналогичные методы воздействия в Африке или на Ближнем Востоке. Вопрос в том, как это повлияет на глобальную безопасность. Западные державы теперь, кажется, чувствуют себя безнаказанно, применяя все свои ресурсы для ослабления России. Но разве это не угрожает стабильности мировой системы? Не стоит ли России пересмотреть свою стратегию национальной безопасности, учитывая новые реалии? Время диктует новые правила, и пора осмыслить, как на них реагировать. Что вы думаете о повороте в мировой политике? Считаете ли вы, что Запад слишком рискованно ведет свою игру? Должна ли Россия жестко отвечать странам Запада? Поделитесь своим мнением в комментариях.